make it jump, jump. Free in the wild with a magic touch. Set it on fire. We run so high. Come along for the ride. Vamonos, don't stop. It's gonna be a good time. We run so high. Come along for the ride. Vamonos, don't stop. It's gonna be a good time. Сегодня хочу немножко рассказать свою историю. Шла по улице и плакала. Смотрите, такой туннель в Орбе. И в конце туннеля свет. Как в этих фильмах про реинкарнацию. Думала, как мне этот ролик назвать. Я его, наверное, назову «Реанимация души в Грузии и разрыв связи. Наше турбулентное время». Ой, ребята, какая красота у нас! Валя немножко постесняется, Да. а потом будет все нормально. Женщина, и я просто восхищаюсь, вот сколько я уже здесь, с марта месяца, она каждый день работает. Могу ли? Да. Подружка мне рассказала про вас, что она хочет к вам только ходить в магазин, потому что вы очень добрая. И они прям вот с улыбкой, вот с теплом таким, и она прям дочка, там красавица моя хорошая. Это было на тот момент очень важно. Вокруг меня очень много людей из Украины. Вот в том числе и Валя сейчас. Сейчас еще и Валя. Разделение сейчас произошло людей. Да, я уехала из России, я не поддерживаю этот режим. Личная моя история и личная моя трагедия. Мы сейчас не общаемся, потому что это мой видеодневник, мой дневник жизни, который вы имеете возможность наблюдать. Пойдем со мной вместе под дождем. Дай мне руку, ты и я вдвоем. Мы так мы в сане, когда любви дойдем. Пойдем, пойдем вместе ночью или днем. Пойдем со мной вместе под дождем. Научимся летать, крылья обретем. Влюбимся в солнце. Гамарджоба, ребят. Голос у меня такой с утра. Только проснулась. Время на самом деле еще нету 9. И у меня что-то сегодня настроение поболтать. Давно уже не было таких роликов болтательных. В общем, меня зовут Василина, кто только недавно подписан. Сегодня хочу немножко рассказать еще раз свою историю. Мы все никак не можем отметить 10 тысяч подписчиков, а на самом деле уже 10 тысяч 200 с чем-то уже, 300, по-моему, уже набежало за эти 1,5 недели. Знаете, что я каждый комментарий ваш читаю. Отвечать уже нет такой возможности, потому что каждый день я консультирую, каждый день я разговариваю с людьми и отвечаю именно в WhatsApp, в Директ, в Инстаграме, в социальных сетях. Мне пишут очень много вопросов. Сейчас, так как у нас сезон, я Вахтангу помогаю с арендой. Вот, пишут вопросы по иммиграции. Я хочу сказать вам огромное спасибо. В каждом ролике хочу это вам сказать. Вот, за то, что вы смотрите, за то, что вы так себя проявляете в комментариях, пишите добрые слова, это очень сильно меня поддерживает, нас поддерживает уже с Вахтангом. Вот. А сегодня я встала прям пораньше, мои еще спят все. Я вышла вот на балкон, чтобы с вами поговорить немножко. Вы все время у меня спрашиваете. Вот вы меня всегда спрашиваете. Что тебя спрашивают? У тебя один подписчик спрашивает ее. Василина, почему ты так стала мало снимать? Не показываешь какой-то быт свой, вот, поэтому вот быт сейчас я вам покажу. Сейчас сижу на балконе, проснулась, одела Матвеину мастерку и пойду сейчас я на массаж. Мы перестраиваемся, все-таки питание мы перестраиваем, так как мы съездили в Турцию, в Вахтангу все-таки, тяжело нам, конечно, это дается, но с питанием мы потихонечку сдвигаемся. Не так это легко, как мне показалось в самом начале. Вот исключили хлеб пока, вот сладкое потихонечку убираем. Но вот мне, допустим, легко, и Вахтангу тяжелее. Сегодня я проснулась очень рано, потому что, в Грузии, нереально вставать мне сейчас в 8 часов утра. Мы очень поздно ложимся спать. Вчера опять мы были в ресторане. Здесь очень замедленная жизнь у многих. Многие поздно ложатся и поздно встают. Вот у нас режима нет. Дети сейчас в школу, естественно, не ходят. У них в 4 часа репетитор. Вот, поэтому, кроме субботы и воскресенья, на каникулах мы все-таки занимаемся, потому что Миланку к 1 классу готовим. Матвей тоже в этом году уже у нас пойдет в школу. Поэтому мы активно занимаемся. Читаем книжки. Ребят, вы просили наши домашние зарисовки. Вот наше утро позднее, которое начинается
У меня в 9, а у всех остальных домочадцев, наверное, в 10, 10:30 даже. Вот такую кашу я варю, турецкую. И такой у нас завтрак. Я готовлю вахтангу. 2 яйца, зелени много, авокадо, чуть-чуть рыбки у меня было вчера, помидорки, брокколи и сулугуни. Сулугуни прям вот мы сейчас хлеб не едим, и вместо хлеба едим сыр. Обязательно белок. Вот такое кахетинское маслице сейчас заправлю. А я утром не люблю завтракать, поэтому я ложку льняного семени просто закидываю в рот и очень хорошо разжевываю. Тут у меня коврик лежит, потому что я уже взвесилась и сделала упражнение. Матвей еще спит. Милана вон на балконе с кошкой играет. И еще у нас есть вот такие животные. У нас есть 2 черепахи, кто еще не знает. И они очень любят кушать салат на завтрак. Сегодня у нас вот такое утро. Дерево, и на нем цветок. Смотрите, все в цветах таких. А здесь у нас пальма растет. Вот, пальма. В общем так, Милана закончила букварь читать. Первая ее книга закончена. Да, Милан? Букварь прочитала? Праздник букваря теперь у нас. Да? Мы вчера сходили в ресторан, а сегодня пойдем книгу тебе выбирать, да? Будешь выбирать сама книгу себе, которую будешь читать. Недавно Матвей, кстати, ребят, заявил, что он хочет читать классические произведения уже, представляете? Милан, где наше классическое произведение? Какой у тебя тут бардак, давай. В общем, Матвей сказал, что он хочет классические произведения читать. Я говорю, ну начни тогда с Ричарда Баха. Чайка Джонатан Ливингстон, моя любимая. Милана сказала, что она ее сразу начнет читать после букваря. Я даже не знаю, какое классическое произведение вот этому мальчику купить. Очень как бы грустно все в классике. Чтобы не отбить желание. «Войну и мир», может, начнешь уже? «Войну и мир» будем читать? Не проснулся еще. С утра проснулся, видите, и за математику взялся. Они, несмотря что каникулы, они ходят каждый день, кроме субботы и воскресенья, сейчас к репетитору. На балконе у меня в этом году огурцов нет. Вот мои цветы. Вот такие роза, пальма. Здесь у нас плющ, видите, уже пошел как плестись. Все у нас, видите, собачьи будки во дворе. Тут у нас собачки живут. Милан, покажи, как ты мне вчера показывала гимнастику. Вот, видали, у нас чемпионка, гимнастка. Вот, а у меня день начинается так. Просыпаемся в 10, я просыпаюсь где-то в 10. Остальные просыпаются 10:30 в 11. Если я их не бужу, они могут и в 12 проснуться. У нас, видите, как тихо во дворе. Вот это утро, 9 утра. Все спят, понимаете? Собаки в будках даже спят. В общем, ну нету у нас здесь никакого постороннего шума с дороги. У нас дворик такой закрытый. Никто не сигналит, никто, собаки не лают. Очень тихо у нас во дворе. Я сейчас пойду вот сюда. Вот, кто еще не знает, это одна из башен Орби-Сити, блок С. Мне сейчас очень много стали писать девчонок из Беларуси, из Украины, из России, потому что очень большая иммиграция, и я помогаю здесь людям адаптироваться. Вот, и сегодня ролик, наверное, об этом, о моем утре, о нашем утре уже семейном, и о девочке, с которой вот я не так давно познакомилась. Она приехала из Украины. Муж у нее воюет за Украину, естественно. Она приехала с ребенком, с 15-летним, с мальчиком, вот, который здесь уже устроился на работу, работает ребенок в грузинском ресторане, помогает. Сначала официантом устроился, сейчас уже его на кухню взяли. Вчера Матвею рассказывала эту историю, что Матвею уже 13 лет. Я говорю, видишь, мальчик приехал в 15-летний и уже пошел на работу. И я пойду сейчас к ней на массаж, а потом мы с ней пойдем, наверное, на море, если там нет волн, потому что был шторм вчера очень сильный, нельзя было купаться. Если сегодня не будет волн, мы искупаемся. Вот. С утра. Бодряк у нас такой будет.
Ну и просто, если она захочет, мы с ней поболтаем. Я возьму штатив, наверное, с собой. Может быть, где-нибудь сядем и просто поболтаем. Потом сделаю какую-нибудь нарезочку для вас. В общем, ну вот такое хочу снять утреннее видео для вас. В общем, вот, ребят, терраса у нас вот в таком еще до сих пор печальном состоянии, видите? Крыши у нас до сих пор нет. Но ничего, мы не расстраиваемся, потому что мы над этим работаем. Дети спят еще, видите? Матвей читает новую книгу Робинзон Крузо. В общем, все спят, Вахтанг спит еще. Беру штатив и пошла на массаж. Вот смотрите, такое у нас утро. Раннее, 9 часов утра. Все машины стоят, никто никуда не собирается. Ни на какую работу. Все отдыхают. Смотрите, флаг Грузии и Украины. Видите, висит. Иду в этот блок на 29 этаж. Вот высоко-высоко. Откуда видно мою террасу как раз. Вот терраса наша. В общем, буду делать массаж лица. Так интересно, да, ребят, сейчас мы... Неинтересно, даже печально. Мы живем в такое время, как я уже говорю, турбулентное. Недавно посмотрела фильм документальный. Оставлю вам ссылку, наверное, в описании. Вот так шла в наушниках. Даже не смотрела, а слушала больше по улице. И фильм называется «Разрыв связей». Документальный фильм о нашем времени, военном времени. Как бы это печально ни звучало, да, и страшно, но мы об этом сейчас говорим. Мы живем в военное время. Это будет впоследствии самая задокументированная война вообще в истории. Потому что в наше время, естественно, у всех есть телефоны, мы все снимаем. Все люди могут делиться. Я смотрела этот фильм и шла по улице и плакала. Вот так просто лились у меня слезы. Потом я написала в Инстаграме об этом, что вообще происходит. Матеря не общаются со своими детьми, жены с мужьями. То есть раскол идет очень серьезный, произошел уже. И сейчас многие люди просто живут на одной площади и не общаются. Здесь мое общество сейчас, это очень много из Украины девчонок, да, кто ко мне обращается. Я вижу вот эти глаза постоянно потерянные. С Москвы я общаюсь тоже с подружкой, которая видит тоже других украинцев. Да, как сказать других, они с Донецка, которые приезжают в Россию и поддерживают, да, естественно, они оттуда режим. Сюда приезжают в Грузию, так как Грузия поддерживает Украину, а не Россию. Сюда приезжают те, которые не принимают режима, да, и едут сюда. Совсем, ну, получается, другое восприятие у людей. У нас так выглядит холл Орби Сити, ресепшн. Люди сидят, ждут. Вот такой коридорчик. Смотрите, такой туннель в Орби. И в конце туннеля свет. Как в этих фильмах про реинкарнацию. Ехала и думала, как мне этот ролик назвать. Я его, наверное, назову «Реанимация души в Грузии и разрыв связей. В наше турбулентное время». Все, я уже пришла. Смотрите, какой тут вид. Стадион. А, не видно. Вот он, наш стадион, горы. Все, стучусь. Ты меня ждешь? Да. Привет. Ничего, что я уже начала. Все, видишь, я взяла штатив, я подготовилась. Ну что, ребят, знакомьтесь, это Валя. Валя, да. Валя, да. Валя немножко постесняется, Да. а потом будет все нормально.
В общем, вот такие апартаменты. Мы, кстати, тоже, ребят, их сдаем. Орби Сити. Это вот студия, маленькие апартаменты. Большая такая кровать. Есть кресла раскладные. У нас, кстати, есть апартаменты на 4 персоны. 2 на кровати, допустим, с детьми, если вы приезжаете. И 2 вот таких кресла. Но тут взрослый человек на нем поместится. 46 этаж. Двухкомнатные апартаменты. На 4 персоны. Диван раскладывается. Здесь двухспальная кровать. Вот такой шкаф небольшой. Посмотрите, с высоты птичьего полета вы будете наблюдать с балкона этих замечательных апартаментов вид на море. С левой стороны заснеженные горы Аджарии, с правой стороны красивый наш стадион, большой холодильник, вся необходимая посуда, микроволновка и вот такой санузел. Полотенцесушитель. Не во всех номерах тоже в Орби есть полотенцесушители. Но Валя сейчас здесь работает. Вот она мне уже зашторила шторки. Сейчас будет мне делать из меня молодую, красивую. Вот, и потом мы поболтаем. Я сейчас поставлю штатив. У нас час длится процедура. Вот такой вот Валя взяла пока на прокат кушеточку. Но потом купим, да, Валя? Да. Ну что, поехали. Ой, ребят, вообще такой кайф, просто улетаешь. Спасибо тебе, дорогая. Все, сейчас чуть-чуть пойдем взбодриться надо. Утро надо начать. Начали с пробуждения, потом с расслабления, а сейчас с ободрения. Пойдем на море. Если погода даст нам морешко, я искупаюсь. Ой, ребята, какая красота у нас! Смотрите, какой вид. Невероятный. Горы, горы, море. Ну, можно искупаться. А, моросит дождик. Ну и что? Пойдем сейчас. Ну и что дождик? Я люблю в дождик купаться. И зимой, вы знаете, да, кто давно на меня подписан. А вот смотрите, терраса моя, как на ладони у Вали. Так вот. Мои там уже проснулись или спят. Вот. Пятачок такой зелененький. Вот наш район с высоты птичьего полета. Посмотрите. Вот Орби тоже. 3 башни. Вчера мы были вот посерединке в ресторане там. У нас есть обзор этого ресторана. Но вчера что-то обслуживание не очень нам понравилось, как в первый раз. Что-то они начинают портиться. Вот Орби, волна еще. Там аквапарк тоже. Я недавно снимала ролик. Видно горки вон там немножко вдалеке. И вот наши дома, наш район. Мне нравится этот район, ребят. Сейчас покажу вам, расскажу. Вот здесь у нас школа. Это муниципальная школа грузинская. Налоговая. Вот она. Стадион. Аллея героев. Аня купила квартиру. Девочка тоже приехала. У нас есть ролик. В ипотеку взяла. Вот в этом красивом доме. Ну вот сегодня погода, ну а так вообще, конечно,
Виды такие, когда закаты, да? Валь, какой тут закат красивый. Да, очень красивый закат и вообще. Потрясающе. Так что, ребят, приезжайте в Батуми, снимайте у нас апартаменты, опять же, вот такие Орби. Двухкомнатные, трехкомнатные у нас. И студии есть апартаменты в апарт-отеле Орби Сити. Все вопросы к Вахтангу, телефон оставляю. На 21 этаже трехкомнатные апартаменты к вашему вниманию. Посмотрите тоже, какие солнечные, залиты солнцем. Ну и вид здесь. Вид, смотрите, он вот такой панорамный. Панорамный вид, большой балкон, здесь можно пить кофе. Апартаменты рассчитаны на 6 персон, диван раскладывается. Двуспальная кровать большая, большой шкаф. И здесь двухспальная кровать, еще одна комната. Апартаменты улучшенные, посудомоечная машина и духовой шкаф. Вот этот духовой шкаф, посудомойка, большой холодильник, обеденная зона. Вся необходимая посуда, стиральная машина, санузел, душевая кабина. Ой, как же хорошо. Вот я говорю, что я вот просто иду и думаю, как ролик назвать. Реанимация реально души. Вот сейчас как раз проговорим про Грузию. Мы же в Грузии, поговорим про Грузию. Что здесь реанимация души и тела. Видите, все приехали сюда реанимироваться, да? Видите, у нас тут какая суета. Как улей шумит. Собака, смотри, залезла в эту. В землю залезла и спит. Батуми город собак. Видите, сколько их тут? Здесь сделали такую эту для паркинга, для велосипеда. Вот тут, смотрите, видите, кран стоит, и живут люди. Да, крышу не достроили еще, и живут нормально все. Вон собака с нами, потому что, видите, я ее как это... И землей тут будет сейчас на меня трясти. Василин, я догоню, сбегаю в магазин. Давай. Кстати, мой прям очень... А давай зайдем туда. Снимаю. Вот Ты этот тут вот постоянно покупаешь? Я в этот магазин очень люблю заходить, потому что мне нравится их семья. Женщина, и я просто восхищаюсь, вот сколько я уже здесь, с марта месяца, она каждый день работает. Ей помогает, я так поняла, семья, сыновья. Они прям круглосуточно работают. И вот она на меня называет дочка. И все, для меня это максимально так важно, меня это взяло. И то, что я могу здесь купить, я всегда иду сюда и здесь покупаю, потому что вот она говорит, дочка, вот, она такая прям, хотя она очень устает, но всегда вежливая такая. Такой маленький в подвале магазинчик. Чуртхелочку вы можете тут купить. Винишко. Обычный магазин здесь. И бытовая химия в доме. Не знаешь, как ее зовут? Нет. Нет? А что не познакомилась? Что я вот такая вот. Да? Как зовут вашу маму? Магули. Магули? Да. Магули? Подружка мне рассказала про вас, что она хочет к вам только ходить в магазин, потому что вы очень добрая. Спасибо. Мадлоба. Говорит, вот это, говорит, я бы здесь бы, говорит, работала, потому что, говорит, прям, такая семья, говорит, хорошая. Твой сынок? Да. Смотрите, ребят, у нас сейчас сезонные ягоды грузинские. Сейчас сезон голубики. Да, сезон. Вообще бомба. Это ракета. Черешенка. Ага, это бомба вообще. Холодильник это. Сын твой сказал, что он бы тут работал у них? Да, но он когда ходил, искал работу, говорит, вот тут бы я работал, что-то им там помогал. Говорит, такие прям хорошие. Правда, вот с марта месяца особо еще все закрыто было, и мы как-то зашли там что-то скупиться по продуктам.
И они прям вот с улыбкой, вот с теплом таким. И она прям дочка, там красавица моя хорошая. Это было на тот момент очень важно. Ну, люди, правда, люди здесь вообще Теплые? очень теплые. И ты становишься такой же теплый. Прямо идет, да. Оттаиваешь, да? Пошли? Я вообще люблю в дождь купаться. Мы недавно с Миланой 2 часа из воды не вылазили. Такая вода была, прям тело ласкало. Ты магнолию видела хоть раз? Да, Вот, конечно. как она тут? Мы тут с ребенком в теннис играем. Вот такие огромные цветы магнолии. Я первый раз в Грузии увидела. Смотрите, как все цветет. И у меня такой дома цветок, только оранжевый. Здесь тоже цветы. Трава мокрая. Ой, запах какой. И такое у меня дома тоже есть. Растение на балконе. Всё. Краса. Ой, как в весеннем саду в каком-то. Просто запах такой. Кайф. Вот они прям магнолии, деревья. И вот такие белые цветы. Они такие жесткие, плотные. Машет, машет. Сейчас отвечу. Да, 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 нет. Здесь такой баннер с экскурсиями, куда можно съездить. Национальный парк Мачехела. Пройти по старинному мосту, мост царицы Тамары. Таких 12 мостов в Грузии. Можно посетить грузинское застолье, танцы посмотреть. В горной Аджаре у нас есть видео. В прошлом году мы туда возили туристов наших. В общем, вот такая у нас здесь есть красота. Так что, ребят, сейчас мы уже, у нас нет времени сейчас столько возить на индивидуальные экскурсии туристов, но нам часто звонят, и мы нашли уже себе помощников. У нас есть и англоязычные гиды. Недавно девочка приехала из Франции, она там учится и приехала, сейчас помогает маме. Ее мама у нас, тоже с нами работает как гид. Тоже, кстати, из Украины, Лариса. Мы тоже с ней снимали ролик на канале, когда она только приехала из Украины. В общем, сейчас вот у меня такое окружение, знаете, как сложилось. Вокруг меня очень много людей из Украины. Вот в том числе и Валя сейчас. Сейчас еще и Валя. Вот недавно я ходила к девочке из Мариуполя на окраску волос. Тоже салон у нее разбомбили. И вот эти глаза я видела, когда она приехала. Василина, спасибо тебе большое. Ты очень меня настраиваешь на хорошие мысли, помогаешь мне настроить себя на хорошее, светлое будущее. Таких людей очень мало, поэтому очень ценю дружбу с тобой и очень ценю наше с тобой знакомство. Тоже вот мне прям хочется обнять людей, как-то поддержать. Почему вот разговор о том, что разделение сейчас произошло людей. Да, я уехала из России, я не поддерживаю этот режим. И это личная моя история и личная моя трагедия. Разрыв с моей близкой подругой, с которой мы больше 20 лет дружили, и мне казалось, что мы в одном направлении смотрим, дышим и живем. Но вот так вот рассоединило нас. Мы сейчас не общаемся. Я даже сейчас говорю, мне тяжело об этом говорить, но я хочу это проговорить, потому что это мой видеодневник. И думаю, что через какое-то время я буду пересматривать эти видео, пересматривать видео о своей миграции, о своем вот этом поступке уехать из России. В общем, такой мой дневник жизни, который вы имеете возможность наблюдать. Пойдем со мной вместе под дождем. Дай мне руку, ты и я вдвоем. Мы так, мой странник, до любви дойдем.
Пойдем, пойдем вместе ночью или пойдем со мной.